Я готов. Я готов к труду и обороне. А для труда и обороны нужно выносливости побольше. А еды-то на выносливость особо нормальной и нет. Надо готовить. Надо готовить колбаски, допустим. Рагу из оленины не для нас. А нам нужна мука. А муки нет. Олди. Ячменя-то и не густо. Но это не страшно. Затачиваем пропашник и чапаем на огород засаживать ячмень. А поесть что-нибудь все равно надо, а то выносливости совсем мало. И идем на равнины, потому что ячмень выращивается только там. И казалось бы, что сложного? Пропашник с собой, ячмень взял, бери да сажай. Но что-то меня повело не в ту сторону. Так, посадим ячмень и продолжим пляски с бубном. Тут что ли посадить? Тут места мало, и оттуда могут приходить портить урожай. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. 12 seconds later. The bass and the tweeters make the speakers go to war. The mighty trumpet brings the freaks out to the floor. Said the bass and the tweeters make the speakers go to war. The mighty trumpet brings the freaks out to the floor. Tell me where the freaks at. Tell me where the freaks at. Freaks at, freaks at, freaks at, freaks at. Tell me where the freaks at. Посадил ячмень, называется. Выкопал канал, бляха-муха. Надо будет камень потом этот добить. Ну, нормально. Кораблик прошел. Да. Ну, ничего. Сойдет для сельской местности. Ладно, надо докопать тут маленький островочек посередине. И продолжим. Кстати, вот вам результат того, что будет, если не включить мод Dig Deeper при входе в игру. Как следствие, быстро выходим из игры, иначе разрушаются элементы постройки. Входим через эту кнопку и исправляем то, что успело разрушиться. Если вдруг такое случилось. В итоге, что мы имеем? 3 лужи по соседству, разрушенные деревни фулингов. Вот такой дворик. Поставил мельницу, пару домовых печей, сделал нормальный огород. И вот такой вот обзор на канал с высоты. Задолбали постоянные незваные гости. Приходят, ломают стены, ломают печи, корабль царапают, портят урожай. А если приходят огромной толпой, и прошу заметить, если это не скелеты, то могут и убить. Другими словами, бесчинствуют почем зря. Выкопаю, пожалуй, я ров. Так спокойнее будет. И никто не будет мне мешать строить.
О, приперлись селяне. Дубины, копья, факел. Все как в старые добрые времена. А где зеленые с вилами, уроды? Костер еще поставьте для сожжения публичного. Устроили тут марш активистов, не согласных со строительством. Ну вот, эта часть рва готова. Осталось только пройтись по краям, поднять землю, чтобы усложнить вражеским мордам проникновение на мои территории. И все будет пучком. Атмосферный туман, не правда ли? А вот так выглядит цветущий лен. В общем, за делами копательными я тут снова немного поразмыслил. Благо на это время много. А чего бы не соединить ров с домом? Задолбало постоянно из него выпрыгивать. Холм-то все-таки не везде одинаковой высоты. И в некоторых местах глубина рва будет довольно-таки внушительной. Выбраться из него будет уже проблематично. Собственно говоря, начальный путь проложен. Тут ступеньки сделаем, ворота металлические от всякой нечисти, которая будет падать в ров. Работы, конечно, немало, особенно когда один вот так вот копаешь. Но когда ты уже доделываешь стены, доделываешь потолок, решеточка над воротами, внутренние двери, освещение в конце тоннеля, освещение в начале тоннеля, красивую деревяшку в начале входа, и вот так хоп, а уже все сделано. Красота. На самом деле, было бы очень круто, если бы была возможность засыпать такие места сверху землей. Выглядело бы очень хорошо. Да и вообще в целом, очень много идей от мододелов, которые можно было бы добавить в игру. Но разработчики пока не торопятся. У них пока первостепенных задач хватает. А тем временем я продолжу заниматься самым увлекательным занятием в этой игре — копанием.